Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Алушка, и сегодня я предлагаю сделать вот такие хорошо знакомые серьги. Опять же, обещала мастер-класс давно, выкладываю. Приятного творчества! Для начала нам нужно сделать бусину. Для этого набираем 5 бусин жемчуга 5 миллиметров. Набираем. И в данном случае я отказываюсь от своего привычного метода через петельку. Здесь я затягиваю. Хорошо затягиваю нить. Это очень важно, чтобы бусина хорошо держала форму. Берем и затягиваем. Очень хорошо затягиваем. Завязываем на несколько узелков. Нить, этот хвостик пока оставим. Потом мы его просто спрячем, но пока оставляем. Так, что у нас получается? Это у нас так базовый такой пояс. Выводим нить в одну из жемчужин и набираем такую цепочку из жемчужин. Жемчужина 6 размера, 4 и вновь 6. Так набираем и возвращаемся в ту же жемчужину, из которой мы выходили. И плотно подтягиваем. Выходим в следующую жемчужину. Вот что получается. Вновь набираем одну жемчужину 6 размера и одну жемчужину 4 размера. И возвращаемся в бусину 6 размера, которая приплетена уже. И вновь уходим в ту же бусину жемчуга, которая уже есть. И все это плотно стягиваем, очень плотно стягиваем. Так, эта петля тут уже появилась у нас. Так, вот что получается. Теперь идем далее, в следующую жемчужину. Так проходим, в общем-то, можно назвать это рядом. Так проходим весь ряд. Вот все 5 жемчужин 6 размера у нас уже приплетены. Поэтому в следующем, завершающий какой будет шаг, проходим в жемчужину, из которой мы выходили. Выходим в жемчужину 6 размера. Приплетаем жемчужину 4 размера к предыдущей. Так, вот у нас получилась нижняя часть серьги. Возвращаемся в пятерку. Все это хорошо стягиваем. Теперь выводим иглу в жемчужины 4 размера и тоже их очень хорошо стянем. То есть вот в эти жемчужины 4 размера.
Очень хорошо стянем, чтобы бусина была жесткой. И хорошо держала форму. Вот такая получается половинка бусины. Вновь выведем нить в бусину 5-го размера и наберем такие бусины. Круглую бусину, жемчуг 3 миллиметра и вновь круглую бусину 4 миллиметра. И также возвращаемся в эту жемчужину, через которую проходили. Так, вот что получается. Вновь выводим нить в следующую жемчужину. Так, и вновь набираем бусину 4-го размера и жемчуг 3. И выходим в бусину 4-го размера и жемчужину, из которой мы вышли. Возвращаемся в ту же жемчужину. Тоже хорошо затягиваем. И так проходим весь ряд. Идем в следующую жемчужину, набираем бусину с жемчужиной и возвращаемся в уже приплетенную бусину. Так, вот все бусины приплетены. Нам осталось завершить ряд. Проходим по ходу ряда той бусине, которая уже есть. Так, выходим в бусину, которая уже приплетена, первая. Набираем жемчужину 3 миллиметра и уходим вот в эту бусину, которая тоже приплетена. Так, и вновь возвращаемся в эту жемчужину. Ну чего, прошли. Так, хорошо. Теперь уходим к этим жемчужинкам и тоже их хорошо стянем. Так, вот, в общем-то, мы получили довольно стойкую бусину. Довольно стойкая. Могла быть и пожестче. Можно пройти еще раз. Так, нить у нас еще есть. Пройдем к нижней части. Стянем ее еще разок. Все-таки нить можно было взять потолще. Ну, пройдем еще раз. То есть повторяем все действия в этом ряду. Еще раз. Вот мы получили бусину стойкой формы. Стойкая бусина, практически бусинки не движутся, хорошо держатся. Выводим ниточку поближе к тому кончику, который у нас оставался. Делаем еще, закрепляем еще разок. То есть завершаем работу этой нитью. Потому что оплетать мы будем совсем другой. Здесь более прочная нить нума. Покажу, как я убираю остаточки нити. Просто берем и выводим иглу вот сюда. Все. Точно так же поступаем со вторым кончиком. Потом берем и просто вот этот ниточку обрезаем. Получается, что этот кончик у нас теперь внутри.
Вот такая бусина получается. Она хорошо держит форму. То есть мы на несколько раз прошли ее ниточкой, которая у нас оставалась, и удалили нить. Теперь я перехожу на более тонкую нить, нить 50 размера. Приплетем новую нить и уйдем вниз бусины. Начало оплетения идет снизу. Здесь между бусинами 4 размера приплетем по одной бусине делика золотых. Так, проделываем это между каждой жемчужиной. Вот что получается. Так, и сразу выведем нить в нужную нам бусину. Хорошо подтянем. Набираем такую цепочку. 4 бусины 15 размера, 1 делики и 1 бусина 15 размера. Теперь развернемся, минуя бусину 15 размера, то есть она так завершающая. И пройдем через 2 бусины обратно, через бусину делики и через 1 бусину 15 размера. Это будет общая бусина, назовем ее так. Общая бусина. Хорошо подтянем нить, очень хорошо нужно подтягивать. И наберем еще 3 бусины 15 размера. Еще 3 бусины и уходим в следующую бусину делики. Хорошо подтянем. Вот такая получается цепочка. Точно так же поступаем во всем этом ряду. То есть набираем 4 бусины 15 размера, 1 бусину делики и еще 1 бусину 15 размера. Вновь разворачиваемся, вновь разворачиваем, минуем бусину 15 размера и проходим в обратном направлении через 2 бусины, через бусину делики и 1 бусину 15 размера. Хорошо подтягиваем. Очень хорошо нужно все это подтягивать через вот эту завершающую бусину. И вновь наберем 3 бусины 15 размера. И уходим в бусину делики. В таком алгоритме делаем необходимое количество цепочек. Вот что получается. Так проходим весь ряд. Вот мы завершили приплетение цепочек первого ряда ажурного плетения бусины. Теперь выводим нить в следующий ряд. То есть выводим в бусину делики, хорошо подтягиваем и далее выводим вот в эту верхнюю бусину нашей цепочки. Отсюда пойдет следующий ряд. Выглядеть он будет следующим образом. Набираем 4 бусины 15 размера, бусина делики и еще 4 бусины 15 размера. Вот такая цепочка следующая. И проходим в следующую бусину 15 размера.
Хорошо подтягиваем. И так проходим весь ряд. 4 бусины 15 размера, бусина делики и вновь 4 бусины 15 размера. Вот что получается у нас, когда мы сделали этот ряд, приплели. Далее выводим иглу в бусину делики. И приплетаем бусину делики к бусинам жемчужины, бусинам жемчуга. То есть проходим бусину делики и приплетаем ее сюда. Так, вновь берем отсюда бусину делики. И приплетаем между жемчужинами. Так проходим весь ряд. Вот что получается. Вот что получается на данном этапе. Теперь мы набираем такую цепочку. 3 бусины 15 размера, бусина делики и плюс завершающая бусина 15 размера. Разворачиваем. Разворачиваем. Проходим, минуя бусину 15 размера, выходим в бусину делики. Подтягиваем и набираем вновь 3 бусины 15 размера. Еще 3 бусины 15 размера и уходим в следующую бусину делики. И хорошо подтягиваем, чтобы не было никаких навесов из ниточек. Очень хорошо подтягиваем. Далее поступаем таким же образом весь ряд. Так, вот такая получается сеточка на данном этапе. Вот такая. Теперь идем дальше. Выводим иглу в бусину следующего ряда оплетения нашего. Так, хорошо подтягиваем. И выводим нить вот в эту бусину, вершинку. Так, на данном этапе набираем такую цепочку. 4 бусины 15 размера. И вновь проходим весь ряд в таком алгоритме между бусинами, которые у нас уже есть. То есть это вот так получается. Так. Проходим таким образом весь ряд. Вот что получилось на данном этапе. Теперь пройдем этот ряд еще раз, но пройдем таким способом. Выходим через 2 бусины 15 размера. Берем одну бусину 15 размера и проходим через все бусины. Так, вот она у нас потом приплетется вот сюда. Вновь проходим 2 бусины и приплетаем одну бусину между двумя 15 размера. Вот что у нас получается на данном этапе. Бусина практически готова. Теперь нам осталось сделать вот эту верхнюю надстройку со стеклярусом. Что я делаю обычно? Вывожу в эту вот бусину, которую мы только что приплели, и потом ухожу в жемчужину. Входим в жемчужину.
Входим в жемчужину и набираем такую цепочку. Бусина 15, стеклярус, бусина, стеклярус, бусина. Возвращаемся в ту же жемчужину, из которой мы пришли. Так, хорошо подтягиваем. Так, вот что получается. Идем в следующую жемчужину. Теперь набираем более короткую цепочку. То есть мы набираем одну бусину 15 размера, один бусину стекляруса и вновь 15. И возвращаемся в бусину стекляруса и 15 бусину. Так, все это хорошо подтягиваем. Так, и идем вновь в ту жемчужину, из которой мы пришли. И так проходим все жемчужинки. Вот приплетена последняя бусина стекляруса, 5. Далее мы поступаем таким образом. Проходим в следующую жемчужину. Через бусину 15 размера и стеклярус проходим вверх. Набираем одну бусину 15 размера и возвращаемся в бусину стекляруса и бусину 15 размера. Так, сейчас мы здесь все будем выравнивать, приводить в божий вид. И возвращаемся в жемчужину. Так, что мы делаем далее? Вот мы вернулись в ту же жемчужину, с которой мы начинали. Пройдем теперь с этой стороны бусину 15 размера из предыдущего ряда. Проходим эту бусину и подтягиваем. Теперь нам нужно приплести к жемчужинам вот эти бусинки предыдущего ряда. Нить у нас выведена из этой жемчужины. Мы проходим эту бусинку предыдущего ряда и уходим в следующую жемчужину. Вновь проходим бусину предыдущего ряда и уходим в жемчужину. Так, таким образом проходим весь ряд. Все бусины приплетены между жемчугом. Теперь выводим иглу в верхнюю часть конструкции. Так, здесь уже, конечно, работать лучше тонкой иглой. Нить выведена вверх конструкции. Теперь стягиваем бусины 15 размера. Теперь между этими бусинами переплетем по бусине 15 размера. И хорошо подтягиваем.
Вот такая конструкция получается. Теперь выводим нить в бусину последнего ряда. Из этой бусины спускаемся вниз по бусине стекляруса и бусине 15 размера. Далее еще раз пройдем бусину из последнего ряда сеточки. И вернемся в исходную позицию. Вновь вернемся вот сюда. И хорошо подтянем. Так, теперь далее выходим в бусину. По ней проходим к той бусине, которая нам нужна. Она нужна нам бусина второго ряда. И повторяем все действия сначала. То есть уходим в стеклярус. Так, тут уже идет куда идет. Так, возвращаем мы ее куда нам нужно. Так, вот получилось вывести нить куда мне нужно. Опять прихватываем эту бусину из сеточки и возвращаемся в бусину 15 размера и в стеклярус. Так, здесь, конечно, работаем иглой 12 размера. Так у нас наши колонны будут более четко стоять, будут более четко держать форму. Так проходим к следующей бусине второго ряда через первый ряд. И поступаем таким же образом со всеми оставшимися бусинами стекляруса. Вот что получается. Вот что получается с колонками из стекляруса. Они более устойчивы, лучше держат форму. Так, теперь задача хотя бы немного закрепить нить, хотя бы вот вывести хотя бы так нить и удалить остаток нити. Собираем все элементы таким образом. Набираем на пин жемчужину 4 мм, пропускаем через нашу плетеную бусину, выводим наверх, вновь жемчужина 4 мм, далее шапочка для бусин, ну совсем маленькая, и далее делаем все необходимые действия. То есть поворачиваем пин, сгибаем пин на 90 градусов, убираем лишнее и делаем колечко. Все элементы собраны. Теперь через колечко соединительное присоединим швензу. Вот такие великолепные серьги мы получаем. Ну, не такие они простые, как кажется, но у нас все получилось. Примеряем, наслаждаемся своей работой и обязательно выгуливаем украшения. Спасибо за внимание и до новых встреч!